Это баран, который тает во рту. Площадь Регистан. Ну все, мы приехали. Время по местному без 10 час. Да. Значит, это по нашему местному без 10-2. Время дороги, которое у нас за него, чтобы приехать от Ташкента до Самарканда, это примерно 4 часа. Ну, это с учетом того, что мы уже выехали из Ташкента и свернули не туда, выехали на основную трассу, доехали до Самарканда, съездили в гостиницу. Там сказали, что наши номера еще не готовы, мы ждем, пока уберутся. Это примерно час-полтора. Потом мы ездили по городу, поехали в одно заведение, оно оказалось закрыто, которое нам посоветовали местные. Потом мы поехали в другое заведение, искали поворот налево, его очень долго не было. В итоге нашли поворот налево и доехали до этого заведения. Называется оно Каримбек. Да. Да. Будем пробовать местные. Мы заказали килограмм еды. Здесь почему-то в меню в основные блюда все килограммы. Килограмм ребрышек. Да, ну и будем сравнивать кухню в Самарканде с кухней в Ташкенте. Хотя тоже такие сравнивальщики, да? Один раз там поели, один раз Я там. думаю, что нужно будет для достоверного сравнения найти где-нибудь уличный базар и попробовать шашлык именно там, чтобы тогда можно будет точно сравнить кухню. А Самарканд, кстати, очень красивый город. Он очень прям туристический. Супер красивый. Он какой-то прям, блин, я даже не знаю, как с чем его сравнить, но это реально очень-очень круто. Далее мы вам покажем. Да, в общем, сейчас мы поедим, мы вам покажем то, что нам сейчас принесут, потом напишем, сколько это стоило, и в очередной раз удивимся, что это стоило так дешево, и потом мы пойдем, приведем себя в порядок, будем гулять на площади и уже снимать там. Так что. Есть красивых очень много. Будет видео, думаю, получится очень интересным и красивым. А нам приятного аппетита. Мы тут заказали салатики, ну такие легкие, короче, это к мясу. Но салатики почему-то, они тоже все вот с мясом, но вкусно. И, ну вот, например, вот эта вот огромная тарелка салата с мясом на тенге 1400 выходит. Вот. И хлеб, самаркандская лепешка, вкусная тоже. А вот, собственно, килограмм еды, бараньи ребрышки. И мы должны это в теории съесть. Хе-хей. Это баран. Не пробуй. Это баран, который тает во рту. Вы ешьте, оно очень горячее и очень вкусное. Приятного аппетита. Спасибо. Приятного аппетита. Ну, Кстати говоря, алматинские рестораны, берите себе на заметку, пожалуйста. Вот мы заказывали мясо, и нам каждому принесли вот такую влажную салфетку в индивидуальной упаковке, чтобы мы могли после того, как поели, ручки свои протереть. Так что это вам, да, не просто так все. Все вкусно, скажи. Дико вкусно. Мы съели все. Вообще под ноль. Я думаю, что мы не доедим, что останется полный стол. А оказывается, нет. Мы съели килограмм мяса. Да. Мы сейчас поедем заселяться. И сейчас нам принесут счет. Мы вам покажем, сколько все стоило. Казалось бы, такая пугающая цифра 276 460. А по факту это 11 тысяч тенге. А мы уже заселились. Наш номер наконец-то убрали. Угу. Здесь тоже что-то типа гостевого дома, как мы были в Ташкенте, Да. но уже немножечко более в таком формате. Гостиницы своего рода. Да, и она очень красивая, сейчас покажем. Пойдемте, я покажу вам наш номер. Номер достаточно симпатичный. Заходим, тут разуваемся. Ага.
Обязательно. А сам что не разуваешься? Ну, просто вот так вот, я такой вот хороший товарищ. Тут у нас кровать, задекорированная местными колоритными коврами. Тут тоже у нас коверчик красиво, окошечки. И самое интересное, что мы поставили машину удобно так, что мы ее видим из окошка. Тут кровати красивые, мягкие, уже проверял. Тут у нас туалет. И душевая кабина. душ. Это Все замечательно. очень чистенько. И все есть в номере, то есть никуда ходить не надо. Мы сейчас будем в душ ходить. Русский is very bad. Мы покушали и будем чуть-чуть Душ ходить, кровать валяться. кровать валяться, да, отдыхать, и мы потом пойдем гулять. У нас тут площадь Регистана всего лишь в 15 минутах ходьбы. Мы туда потопаем, потом потопаем еще куда-нибудь. Мест, короче, уйма. Самарканд нам очень сильно понравился визуально. Хотя мы нигде еще не были на самом деле. И даже еще ничего не снимали. Даже еще ничего не снимали, но мы под таким диким восторгом, как выглядит этот город. И как его затачивают именно под туризм. Это просто верх всего, что... Я даже помню, когда мы были в Турции, я не видел такой, вернее, направленности для туризма даже в самой Турции. Ну, блин, это прям очень круто. Я всем советую. И мы, наверное, советуем всем побывать в Самарканде и в Ташкенте. В Ташкенте мы были мало, но обязательно туда еще вернемся. А вот Самарканд это, конечно, пока наш топ, прям топ. И наш узбекский номер тому подтверждение. Стоит он вместе с завтраком. Сколько? 10 600. 10 600 тенге. Я думаю, за эту цену прям идеальный вариант рядом с туристическими местами. И мы наконец-то пошли гулять. Где гулять? Тут гулять. Сюда гулять. Фонтанчик с левой стороны. Мы выбрали просто очень удобное расположение. Да? Да, очень удобное расположение. Это, короче, парк тигров считается. Дальше у нас идет памятник эмира Тимура. Ага. Там у нас мавзолей эмира Тимура, где у нас находится непосредственно хостел. И в 15 минутах ходьбы от нашего хостела находится площадь Регистан. Куда мы, собственно, сейчас и идем? Изначально мы знали, что здесь очень красивая площадь Регистан, но мы не знали, что сам город Самарканд настолько красивый и зеленый, что просто капец. Слов нету. Вон там мавзолей эмира Тимура. Мы вам его завтра поснимаем поближе. Мы просто живем около него. А парк просто потрясающий. Большой плюс Самарканда в том, что не нужно проделывать какие-то конские расстояния для того, чтобы увидеть что-то действительно очень древнее, очень красивое и невероятное. В общем, мы случайно еще и на экскурсию попали. Да? Да, очень интересная была экскурсия. Мы просто подошли и думали, что это за мавзолей, чей это мавзолей. И нам за чисто символическую сумму в 25 сум с человека Мы сделали получили экскурсию. очень классную экскурсию, все рассказали. Мы вот тут надеемся на одно, то что рано или поздно правительство Республики Узбекистан разрешит вести съемку с дрона, и можно будет запечатлеть всю эту красивую картинку с воздуха и да. показать всему миру, чтобы все люди увидели, какая реальная красота и история здесь находится, и еще больше туристов будет приезжать в этот город, которые захотят сами увидеть все это своими глазами. Мавзолей Рухабад, про который мы только что говорили, был построен по приказу эмира Тимура в 1380 году. И он на самом деле очень простой внутри. Мы не стали сильно много снимать его внутри, потому что там стоят гробницы, и эти гробы снимать на видео нельзя. Но он очень простой, при этом очень красивый. И
внешне он тоже супер классно выглядит, он прекрасно сохранился. Даже издалека красивая. Вот она, красивейшая, потрясающая площадь Регистан. Если честно, мы 100 тысяч раз видели площадь Регистан на фото, на видео, но когда ты смотришь сам, Это совсем другое впечатление, Это духи, вообще- эмоции. Это многовековая культура, которая дожила до наших времен. И как это все это было сделано вручную, и все это сохранилось в таком первозданном виде. Хоть это, конечно, и реставрировали, но все же часть и дух истории сохранился до наших дней. нереально красиво, каждая вот эта вот мозаичка, вот эта вот стеночка, любой кусочек, это все дико красиво. Это реально надо приехать и самому посмотреть хотя бы раз. Обязательно поддерживаю. Я сбил всю экскурсию, мы должны были ехать только чисто в один Ташкент, но мне пришла в мысль, в голову, я сказал, что всем, когда мы уже почти собрались ехать, что мы едем в Самарканд, потому что Ташкента нам будет 100% мало. Да. Я не пожалел ни капельки, что мы сорвались из Ташкента и поехали в Самарканд. Вы просто посмотрите, как это, красиво, как это величественно смотрится. Нереально дух захватывает. Уже это превратилось, естественно, в туристическое место. Здесь можно купить очень много различных сувениров национальных на любой вкус. В общем, здесь во внутреннем дворе, где раньше были классы в медресе, теперь очень классные стильные магазинчики, национальные, различные вещи, одежда, украшения. Ну, прям стоит посмотреть. Пойдемте посмотрим. Халат? Да, шелковый. Халат, в смысле халат как для дома или халат для улицы? Чуть-чуть на второй, на это похож. Это был халат. Вот у этих вообще волшебный какой-то звук. Красота. Спасибо. Пожалуйста. Вот то, что вот на стенках есть, вот смотрите, как он делается. Вот здесь туристам показываем, да, как делается, например, облицовочный материал. Сперва готовятся вот такие плитки керамические разного цвета в большом объеме. Скажем, может там по 5 квадратных метров. Хоть маленький деталь, вот один чертеж делают, смотрите. Каждый деталь пронумерован, это его местонахождение. И начальная буква цвета. Синий, белый, голубой. Вот. С помощью ножниц вырезаем каждый деталь. Он должен быть синего цвета, клеим на синюю плитку. С помощью молотка его вот так вот грубо отбивает, откалывает. Потом точильным камнем ровно по бумаге надо точить, форму дать надо. И это все вручную, да? Да, когда все детали готовы, обязательно на ровной поверхности, это вот, с обратной стороны все собирается. Все детали мы собирали. Ух ты. Потом это все скрепляется или заливается алебастерным раствором, гипсом. Гипсом. Он схватает, да? Ух И бумагу смывает. Классно как. Вот каждый вот отдельно, из отдельных кусков собран. То есть даже самая большая мозаика так собирается?
Ну, это же очень долго, наверное, да? Вот мы час числили вот здесь, смотри, вот бумаги еще стоят. Угу. Очень красиво. Есть еще один тип облицовочного материала, это называется майолика. Вот она целая плита, смотри, один раз обжигает, да? Угу. Вот рисунок делается, как вот узор нужен. Потом посерединке запаляется разным цветом, вот здесь голубой, здесь вот желтый, там, вот. И второй раз в печку, один целый вот кусок. Это майолика называется. Угу. А самое красивое, ну, конечно, дорогая трудоемка, это мозаика. Каждый деталь отдельно, из кусков собран. Ну да, если еще это вручную все делается, конечно, это такой труд. Вот здесь вот имя Аллах. Аллах написано, вот с той стороны Мухаммед. Это геометрический стиль. Вот зеленым фоне. Угу. Аллах и Мухаммед. Спасибо большое за то, что Пожалуйста. рассказали. У вас очень красиво здесь. Как их транспортируют, вот эти вот все блюда? Люди вот такие, например, вот бобру раб есть, завернем погоду. А если большого размера, вот такой чемоданчик мы делаем. Угу. Чемоданчик и вот бобру. Деревянные, да? И вручной, да, уже 100% довезете. Да. Для маленьких, вот и бобру. Угу. Ну вот сколько, например, стоят вот такие вот кружечки? Вот Пяучечки. это $3. $3 Если за вот штучку, такой, да? Да, вот такой, например, видно, что узор $5. Угу. И лягане тоже. Вот размер одинаковый, $40 есть, $80 есть. То есть зависит и от размера, и от сложности рисунка, да? $25, иногда $25. Угу. Это $50. Видно, отличие есть. Ну да, всё-таки. видно, конечно. Размер одинаковый, форма одинаковая. Угу. Узор. Ну именно труд, да? Да, Сколько да, времени да. человек вкладывает. Потрясающе красиво. Мне вот это очень нравится. 10 таких в печь ставят, например, да? Все 10 отлично не входит. Иногда будет, вот, а это тоже зависит от темы. Угу. Класс. И ручки каждый в ящиках будут упаковать. Спасибо большое, что Пожалуйста. рассказали. Спасибо большое. Сложно, конечно, поверить, что раньше это были школьные комнаты для уроков, а сейчас здесь Здесь магазинчики. бизнес. Мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки. А это музей. Пойдемте смотреть. Мы вам смогли показать хотя бы малую часть красоты этого места. Маленькую совсем. Это, конечно, совсем другое, когда ты смотришь на это своими собственными глазами. Очень красиво, очень воодушевляет, вдохновляет. Ну, невероятно, что И останется в памяти навсегда. Это Да. стоит увидеть. это стоит увидеть. Да. Ну, а мы, наверное, давайте с вами на сегодня попрощаемся, потому что мы тоже уже очень устали. Мы нормально не отдыхаем, не спим, все время на ногах, в дороге, поэтому сегодня мы уже ничего про Самарканд снимать не будем. Мы, наверное, вечер проведем просто с друзьями, отдохнем, да. Поснимаем еще завтра утром площадь, возле которой мы живем, нашего отеля, мавзолей Амира Тимура, еще что-нибудь красивое, но на сегодня, наверное, все. Думаем, что площадь Регистан вам будет интересно посмотреть, нашими глазами увидеть. Да. А мы прощаемся до завтра. Да.